Чечне нашли город, которого официально будто не было, и его площадь может достигать 350 гектаров. Если эта оценка подтвердится, речь идет не о крепости, а о целом горном городе. Для Кавказа это уже другой масштаб. С воздуха видно главное. Под травой лежит не хаос камней, а четкий рисунок улиц и стен. Чем выше поднимается камера, тем яснее план. Перед нами не россыпь руин, а собранная система. Для средневекового высокогорного центра 350 гектаров звучат почти невероятно, но рельеф упрямо складывается именно в эту цифру. И здесь начинается самое странное. Такого города долго не было ни в привычной истории, ни в массовом представлении о регионе. Его почти нет в популярных схемах прошлого. Словно из памяти выпал целый уровень кавказской истории. Но камень не фантазирует. Если стены стоят по логике плана, значит, здесь когда-то жил большой организованный мир. Горы умеют скрывать города лучше равнины. Они прячут их в террасах, изломах склонов и осыпях. Поэтому эта история началась не с раскопа. Она началась с одного взгляда сверху. Современная съемка увидела то, чего не замечали поколения. Рельеф вдруг заговорил языком архитектуры. С этого момента версия о случайных руинах закончилась. Перед исследователями открылся настоящий город-призрак. Первые аэрофотоснимки показали слишком правильную геометрию. Для природы здесь было слишком много порядка. На склонах проступили прямые линии, они шли параллельно, как улицы живого города. Там, где раньше видели просто камни, карта высот показала кварталы. Так и начинается настоящее археологическое расследование. Затем в работу вошли дроны и ортофотопланы. Контуры стали резче, а сомнений стало меньше. Разрозненные площадки соединились в одну сеть. У пространства появилась городская логика. На снимках видны террасы, переходы и узкие проходы. Это уже не одиночная башня, а сложная среда. Некоторые линии уходят по склону на сотни метров. Так строят не хутор, а центр власти. Видны и оборонительные контуры. Они словно собирают весь рельеф в единую крепость. Чем больше данных накладывают друг на друга, тем меньше остается случайностей. Город буквально проступает из земли. Цифровая модель рельефа подтвердила главное – планировка здесь рукотворная. Для горного поселения такой масштаб аэрокартины необычен. Он требует нового прочтения всей местной истории. И именно с воздуха стало ясно – это место нельзя объяснить одной башней или одной цитаделью. Когда исследователи очертили всю площадку, цифра прозвучала почти слишком громко – около 350 гектаров. Для сравнения, многие известные средневековые крепости меньше в разы. Здесь речь идет о городе-ландшафте. Внутри контура видны не один и не два узла застройки, их десятки. Одни участки похожи на жилые кварталы, другие напоминают ремесленные или административные зоны. Есть участки, где рельеф словно разделен на улицы и дворы. Это признак устойчивого плана. Центральная зона, вероятно, была связана с властью и контролем. От нее взгляд охватывает весь массив. Ниже по склонам читаются цепочки построек. Они тянутся вслед за террасами. Между секторами видны проходы, которые могли быть дорогами. Их ширина местами удивительно стабильна. Такой порядок редко возникает стихийно. Он говорит о проектировании и длительном использовании. Если оценка площади подтвердится, находка меняет представление о плотности жизни в этих горах. Здесь жили не единицы. Город занимал пространство не вопреки рельефу, а вместе с ним. В этом его главная инженерная сила. Перед нами не просто руины на вершине. Перед нами целая система, растянутая по горам. Но любой город нужно датировать. Без времени даже самые большие стены молчат. Исследователи смотрят на керамику, раствор и технику кладки. Именно детали выдают эпоху. Фрагменты посуды помогают понять быт и торговые связи. Иногда один обломок говорит больше летописи. Каменная кладка тоже дает подсказки. По типу обработки блоков можно отделить поздние перестройки от раннего ядра. В слоях ищут уголь, кости и органику. Все, что можно отправить на анализ. Если датировки сходятся, город уходит в раннее средневековье, а возможно и глубже. Это и рождает формулу про 1000 лет молчания. Место могло быть забыто на целое тысячелетие. Но забытое не значит пустое.
Иногда память исчезает раньше, чем стены. На Кавказе это случалось не раз. Войны и переселения разрывали связь поколений. Поэтому археология здесь работает как восстановление оборванной речи. Каждый слой возвращает утраченный контекст. Если предметы и стены совпадут по времени, перед нами будет не легенда, а твердая дата. А с датой приходит история. Именно датировка решит, был ли это локальный центр или город большого мира. Пока вопрос открыт, но уже слишком серьезен. Город интересен не только размерами. Главное всегда видно в повседневной жизни. Жилые ячейки, дворы и хозяйственные площадки показывают, как люди приспосабливали горы под дом. Это архитектура выживания. Здесь могли хранить зерно, сушить мясо и держать воду в каменных емкостях. В горах быт всегда инженерный. Узкие проходы между стенами защищали от ветра, а террасы экономили каждый метр земли. Если в нижних зонах были мастерские, город жил шумом ремесла. Металл, глина и дерево создавали местную экономику. На таких площадках обычно рождается сеть взаимозависимости. Один квартал кормит другой. Археологи ищут очаги, печи и следы производств. Это сердце любой древней среды. Особенно важны водные решения. Без продуманной системы снабжения город такого масштаба невозможен. Возможно, воду собирали по склонам и распределяли террасами. Для гор это логичный способ выживания. Планировка могла учитывать солнце и снег. В таких условиях архитектура всегда связана с климатом. Даже сегодня руины подсказывают, где были проходные дворы и защищенные углы. Камень хранит рутину лучше, чем имена. И именно повседневность превращает сенсацию в реальность. Большой город доказывают не слова, а следы обычной жизни. Любой крупный центр в горах должен был защищаться. И рельеф здесь работал как союзник. Склоны сужают подходы и навязывают маршрут. Это делает оборону дешевле и умнее. На ключевых точках видны линии, похожие на стены или барьеры. Они перекрывают естественные проходы. Некоторые участки напоминают дозорные позиции. Оттуда можно контролировать долину и тропы. Возможно, верхний сектор играл роль цитадели, последней зоны обороны и власти. Если так, город был не только жилым, но и политическим центром. Здесь принимали решения. Большая площадь не означает хаос. Напротив, она требует сильной организации пространства. Кто-то распределял участки, труд и ресурсы. Иначе такой массив не удержать. Это поднимает вопрос о власти. Кто мог построить и удерживать подобную систему в горах? Союз родов, раннее княжество или более сложная структура? Каждый вариант меняет взгляд на регион. Именно поэтому одна находка быстро выходит за пределы локальной новости. Она касается всей политической карты средневекового Кавказа. И чем отчетливее оборонительные линии, тем сложнее верить, что это было случайное поселение. Слишком много расчетов в камне. Большой город не живет в изоляции. Ему нужны дороги, обмен и внешние связи. Чечня исторически лежит между степью, горами и Закавказьем. Это природный коридор, а не тупик. Через такие узлы шли металлы, соль, ткани и оружие. Торговля соединяла миры быстрее, чем армии. Если находка действительно городская, она могла контролировать маршрут, а значит и богатство. Обмен виден по вещам. Чужая керамика, стекло или украшения часто выдают дальние контакты. Даже один импортный предмет способен изменить весь рассказ о месте. Он связывает локальную руину с большой сетью. Возможно, город стоял на пересечении вертикальных путей. Из долин сюда поднимали товар и вести. В обратную сторону уходили ремесленные изделия, скот или стратегические ресурсы. Горы редко бывают изолированы полностью. Чем крупнее центр, тем выше вероятность рынков и сезонных собраний. Люди стекались туда, где есть защита и обмен. А значит, пространство в 350 гектаров могло жить не только постоянно, оно могло работать ритмами сезона. Для археологов это важная подсказка. Город может быть одновременно жилым, военным и торговым. И именно такая многослойность делает его по-настоящему историческим. Перед нами не башня, а мир в миниатюре. Но почему же такого города будто не существовало? Ответ может быть неприятно простым. История гор часто фрагментарна.
Здесь хуже сохраняются письменные традиции и дольше живут локальные разрывы памяти. Одни центры исчезали после войн, другие теряли значение после смены дорог. Иногда место оставалось в устной памяти, но без точной географии. Легенда жила отдельно от карты. Бывает и так, что археология просто не успела дойти до нужной вершины. Горы отнимают время у науки. Доступ сюда сложный даже сегодня, а столетия назад многие участки были почти недосягаемы. Политическая нестабильность тоже стирает исследования. Экспедиции прерываются, архивы теряются, гипотезы не доходят до проверки. Поэтому иногда прошлое лежит на виду, но остается невидимым. Не потому что его нет, а потому что некому читать следы. Фраза «не существовало» в таких историях обычно означает другое. Официальная картина была неполной, и сейчас эта неполнота дала трещину. Город заставляет переписывать уверенные формулы. Чем крупнее оказывается объект, тем громче вопрос к старым схемам. Что еще мы недооценили в горной истории? Возможно, затерян был не только город. Затерян оказался сам масштаб прошлого. Но любой город когда-то переживает перелом. Ни одна стена не делает историю вечной. Причин исчезновения могло быть несколько: война, климат, эпидемия или смена торгового пути. Иногда города умирают не сразу. Сначала теряют рынок, затем людей, затем память. Рельеф тоже беспощаден. Осыпь и снег медленно добивают то, что оставили люди. Если оборона больше не нужна, стены превращаются в каменоломню. Их разбирают свои же потомки. Пожары оставляют уголь в слоях, землетрясения ломают вертикали и смешивают эпохи. Даже один катастрофический эпизод способен остановить город, но чаще его убивает длинное истощение. Когда путь уходит в сторону, уходит и жизнь. Центр превращается в окраину за одно поколение, а потом приходит тишина, которая длится века. На ее месте вырастает трава. Именно так археология и встречает прошлое. Не как финал, а как медленное затухание. Вопрос не только в том, почему город исчез. Важно понять, почему о нем перестали помнить. Иногда последнее разрушение происходит не в камне, а в человеческой памяти. Это и есть настоящее исчезновение. Современное возвращение города началось с технологии. Дрон увидел то, что глаз снизу не связывал в систему. Потом пришли археологи, картографы и специалисты по ландшафту. Каждая дисциплина добавила свой слой смысла. На экране компьютера руины собрались в план. Так цифровая карта стала машиной памяти. Дальше начинаются шурфы и маршруты по склону. Проверка всегда идет от картинки к земле. Исследователь здесь движется медленно. Каждый камень может оказаться стеной, а не осыпью. Работа в горах требует точности и выносливости. Ошибка в интерпретации здесь особенно дорого стоит. Поэтому сенсация должна пройти через скучную часть науки. Замеры, привязки, каталоги и сравнения. Именно они отделяют громкий заголовок от настоящего открытия. Археология не любит спешку, но уже сейчас ясно одно – объект слишком велик, чтобы его списать на случайность. Каждый новый проход по плато добавляет новые линии. Картина становится плотнее, и вместе с ней растет цена ошибки для старых представлений. Слишком многое придется уточнять. Современное открытие здесь работает как зеркало. Оно показывает не только прошлое города, но и пределы нашей уверенности. Почему цифра 350 гектаров так важна? Потому что масштаб меняет все. Малое поселение можно объяснить локальной историей. Большой город требует региональной. Он требует населения, продовольствия и власти, а еще дорог, ремесла и обмена. То есть перед нами не эпизод, а система. Целый социальный механизм в горах. Для Чечни это особенно важно. Глубокая история региона становится сложнее и богаче. Открытие возвращает Кавказу урбанистическую глубину, которую часто недооценивали. Горы были не только границей, они были пространством организации, памяти и большой архитектуры. Возможно, даже больше, чем мы привыкли думать. Если датировки и площадь подтвердятся, этот объект войдет в широкий научный оборот.
Его будут сравнивать с ключевыми центрами региона, и тогда вопрос изменится. Уже не «был ли здесь город», а «каким был этот город?». После этого придется говорить о жителях, управлении и роли в сети Кавказа. Начнется настоящая история места. Археология редко дарит готовые ответы, но она умеет резко повышать ставку вопроса. Здесь ставка уже выросла до уровня целого региона. Одна вершина внезапно потянула за собой целую эпоху. И все же самые важные кадры впереди. Раскопки только начинают разговор со склоном. Под травой еще могут лежать улицы, мастерские и входы в дома. Возможно, даже святыни или хранилища. Любая новая находка способна уточнить план города. Иногда один порог меняет карту квартала. Ученым предстоит выяснить, сколько людей жило здесь постоянно. Это вопрос не только масштаба, но и модели жизни. Не менее важен вопрос языка и культурной принадлежности. Город всегда говорит сразу несколькими голосами. Откуда приходили его жители и кому он подчинялся? Эти ответы еще скрыты в материале. Но уже сейчас ясно, что перед нами не мираж. Слишком стройно совпадают рельеф, стены и пространство. Поэтому история затерянного города перестает быть красивой легендой, она становится рабочей научной проблемой. А это для документального расследования лучший момент. Когда тайна еще жива, но уже опирается на факты. В Чечне нашли не просто руины. Здесь, возможно, нашли забытый масштаб целой цивилизации гор. И если эта картина подтвердится полностью, нам придется иначе смотреть на средневековый Кавказ. Он был гуще, крупнее и сложнее. Иногда прошлое не исчезает. Оно ждет, пока мы поднимемся достаточно высоко, чтобы, наконец, его увидеть.